Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня я с вами сравню вместе две пары анкеров. Почему у меня 4 пары наушников в руках? Потому что, в принципе, они бывают разные. Бывают черные, бывают не совсем черные. Я, если честно, против вот таких блестючек, но и такое дело тоже имеет место быть. Главное нам что? Это микрофоны, разницу вы услышите, внешний вид, разницу вы увидите, и, разумеется, звучание я для вас свои ощущения и наблюдения обязательно озвучу. Смотрим. Это новая реинкарнация, то есть они что-то где-то как-то добавили, что-то доделали. Я об этом расскажу. Я их сравню. Вот сейчас, допустим, при вас я это все вскрою. И следующие анкера вторые, по-моему, у меня синенькие такие и были. Плюсы и минусы сразу. Очень часто в российском сегменте, допустим, такое бывает у Huawei. Я рассказывал сначала про Huawei с китайского рынка, а потом Huawei FreeBuds 4 для российского рынка. Так вот, для российского рынка там отсутствовала беспроводная зарядка, к слову. Люфт крышки был, то есть даже сборка была другая. С другой стороны, здесь никаких русских надписей нет, кроме наклейки. 8 пар сменных амбушюр и 9 на самих наушниках. Здесь мы видим, к сожалению, 4 пары сменных амбушюр. Кабельное хозяйство примерно одно и то же, документация одна и та же. Самое интересное, разумеется, одна и та же программа, один и тот же бренд, но абсолютно разный вид. Вот так это будет выглядеть. Разница, опять же, отключитесь от того, что цвет какой, потому что здесь может быть черный. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Али, все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. Полетели. Soundcore Liberty 3 Pro продаются в черном, белом, зеленом и фиолетовом цвете, а Liberty Air 2 Pro в белом, черном и синем цвете. Лично для меня бокс у Liberty Air 2 Pro более приятный и тактильно за счет софт-тача. И по удобству он также выигрывает, но в кармане мешается сильнее, чем бокс у Liberty 3 Pro, который более плоский. По весу у них разница всего в 7 граммов. Отпечатки оба бокса практически не собирают, а вот потертости собирают на ура. И на софт-тач быстро оседает пыль, что является минусом. Сборка отличная в обеих боксах, только вот механизмы открытия крышки не радуют. По мне они не вечные, а скорее сломаются. Но точно не через год, все зависит от вас. На корпусе у них все идентично, но на крышке у Liberty Air 2 Pro есть выступ для более удобного открытия, и он действительно не лишний. Открыть одной рукой Liberty 3 Pro сложнее, чем Liberty Air 2 Pro, но также возможно. Наушники в боксе гуляют и там, и там. При тряске обе пары наушников вылетают, но не скажу, что магниты плохие, более чем потребны они. Хлопок при закрытии крышки в обеих случаях хороший и не раздражающий. Бокс у Liberty Air 2 Pro заряжается за 3 часа, бокс у Liberty 3 Pro за 2 часа 10 минут. Беспроводная зарядка на борту у каждого бокса, наушники можно перезарядить от бокса Liberty 3 Pro 3 полных раза, а в случае с Liberty 2 Pro 2 раза с половиной. Переходим к наушникам. Дизайн у них совершенно разный. Liberty Air 2 Pro имеет более строгий классический вид наушников. С ножкой. Для мужчин самое то, хотя в белом цвете они и в женском ухе, я уверен, смотрятся аккуратно. А вот Liberty 3 Pro со своей блестящей глянцевой областью с сенсорной панелью не каждому мужчине подойдут, да и не каждой женщине или девушке, даже в черном цвете. Но обе модели, честно говоря, мне по дизайну ни одна не подходит прям идеально. Разницу в габаритах вы можете наблюдать на экране. А разница в весе 2 грамма это не особо имеет значение, так как по-своему обе пары тяжеловаты. Насчет посадки обе модели меня радуют, так как по мне производитель действительно постарался над тем, чтобы вам было комфортно наслаждаться любимыми композициями. Вдобавок из ушей они не вылетают, и сильного дискомфорта я не наблюдал. Звуковод в Liberty 3 Pro длиннее, но в диаметре меньше, чем у Liberty Air 2 Pro. Сеточка и там металлическая, из тапов у них все идентично. Откликаются на команды хорошо, летим дальше. Я считаю, что неважно, чем эти наушники оснащены, так как по итогу нам главное, чтобы звучание было достойным. Но все-таки для вас озвучу, что производитель установил и в ту, и в другую модель. В Liberty 3 Pro 10-мм гибридные коаксиальные драйвера и динамические излучатели. В Liberty Air 2 Pro установлены 11-мм драйверы по технологии Pure Note. Шумоподавление и режим прозрачности отрабатывают хорошо в обоих случаях, и у тех, и у других наушников. Мне лично больше понравилось, как работает активное шумоподавление в Liberty 3 Pro. Размер имеет значение. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки боксов. Мультипоинт на 2 устройства на борту только у Liberty 3 Pro. Сенсоры приближения есть у каждой пары наушников, и работают они быстро и точно. Анимации нет ни у той, ни у другой.
пары. Далее автономность Liberty Air 2 Pro такова: 4 часа 30 минут на 60% громкости, 15 минут в боксе, выдают 3 часа на 50% громкости, полный цикл зарядки 2 часа. Liberty 3 Pro — это 4 часа 10 минут на 50% громкости по коду CoolDAQ, кодек высокой четкости, напоминаю. 10 минут в боксе дают 20% заряда, и хватает этого на 1 час 5 минут прослушивания музыки на 50% громкости, опять же по коду CoolDAQ. Защита от пыли и брызг только у Liberty 3 Pro IPX4, во всяком случае официально заявленная. После тестов с водой с ними все в порядке. Приложение, к которому подключаются обе модели, называется Soundcore, доступно как на Android, так и на iOS-системе. По приложению подробно я рассказывал в обзорах на эти наушники по отдельности. Можете посмотреть их по ссылке в правом верхнем углу. Отмечу только то, что обновления прилетали и для Liberty 2 Pro. Помимо стандартных кодеков SBC и AAC, доступен теперь еще и кодек CoolDAQ, что несомненно круто. А у Liberty 3 Pro изначально кодек CoolDAQ был доступен так же, как AAC и SBC. Bluetooth у Liberty 3 Pro версии 5.2, у Liberty Air 2 Pro версия 5.0. Через одну стену не отваливаются, и фризов я не наблюдал. Заметной задержки в играх и в YouTube нет, хотя я тестировал для отдельного обзора Liberty 3 Pro, в играх они себя показали не совсем хорошо. Примеры вы сейчас увидите на экране. Примеры микрофонов вы сейчас услышите. Лично для себя я сделал вывод, что обе модели хорошо справляются. Но Liberty Air 2 Pro легче за счет того, что микрофоны находятся на нижних частях ножек, которые ближе к источнику звука. Тест микрофонов Soundcore Liberty 3 Pro рядом с дорогой. Сейчас рано или поздно двинется колонна, и что я могу сказать, что ветер довольно сильный, но порывистый. Сейчас я разговариваю в шапке. Обязательно досмотрите, потому что это дело я тоже буду тестировать примерно в тех же условиях. Если шапку приподнимаем и разговариваем уже без того, чтобы у них был дополнительный, получается, CVC, шумоподавление, когда шума меньше, подавлять нужно меньше всего, то примерно вот звучание будет у микрофонов такое. Опять же, это улица, это, наверное, худший вариант, но подобные наушники, по мне, не могут идеально с микрофонами работать, исключая, к слову, суперские гугловские уши. Pixel Buds 2 после прошивки работали великолепно. Понятно, что модель старая, понятно, что ждем что-то новое, но на данный момент вот так. Надеюсь, меня слышно хорошо. Пишем, что вам больше понравилось. И сразу пример микрофонов Soundcore Liberty Air 2 Pro. На чем я бы хотел сразу ваше внимание еще раз акцентировать. Это на боксе. Он здесь soft touch. Те же салазки, но они по ощущениям крепче. И на том, что туда проще запихивать эти наушники. При любом раскладе, в тех же самых условиях, я уверен, что микрофоны у них работают лучше, потому что они ближе к источнику звука. И, в принципе, модель сама по себе, она более классическая. Те наушники, конечно, больше про звук и больше про аудиофилию. Про супер детальность, потому что здесь детальности тоже более чем достаточно. И не знаю, решать вам, потому что все это дело все равно можно послушать. Я уверен, что с магазинных полок это все дело не сметут. Это вам не смартфоны, это вам не яблоко.
Поэтому оцениваем микрофоны, смотрим дальше. Звучание. В обеих моделях громкости достаточно, детализация на месте, как и частотный баланс. Сцена широкая, бас глубокий, среднего баса хватает. Каша на максимальной громкости ощущается только в Liberty Air 2 Pro, но они стали гораздо лучше звучать по коду CoolDAC, уж тем более с композициями формата FLAC. По звуку мне больше импонирует Liberty Air 3 Pro, так как они насыщеннее, живее и более детальнее. Но Liberty Air 2 Pro показались мне более с глухим звуком. Опять же, все познается в сравнении, и никаких перекосов между низкими частотами, средними и высокими нет. Плюс в программе все в кастомном эквалайзере под себя можно сделать руками, притом и в тех, и в других наушниках, не говоря уже о пресетах. Минусы. Разница, по моему мнению, между этими наушниками достаточно велика. Выделю то, что у Liberty Air 2 Pro нет мультипоинта. Бокс больше нравится именно у них за счет формы и материалов, так как открывать одной рукой его куда удобнее. Liberty 3 Pro выглядит современно и звучат лучше, интереснее и более аудиофильские, я бы сказал так. Но внешний вид меня вообще их не радует. Обе модели хорошие, но по соотношению цена-качество всегда найдется что-то лучше по звучанию или по качеству материалов. Называть их лучшими я не стану. Liberty 3 Pro по мне звучат просто волшебно. Это одни из лучших ТВС, что я слушал. Внимание заслуживает и та, и другая модель 100%. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, как в российском ритейле, так и на Алиэкспрессе. Почему и там, потому что вы сами знаете, что сейчас происходит с курсом. Сказать, что где-то выгоднее, я не скажу. Плюс в России не забываем, что можно пойти в магазин и примерить их. Пока никто ничего не раскупил, раскупают только смартфоны. Поэтому, если вы что-то решили приобретать, сейчас самое время посмотреть, потому что завтра этих товаров может не быть. Пока я не слышал, чтобы анкера сказали, что уходят с российского рынка, поэтому наслаждаемся, выбираем и приобретаем. У них очень много хороших моделей, и в лоукосте тоже. У меня был даже топ-10 ТВС от Anker. Плохого вообще они не делают. Не забываем подписаться на телеграм-канал с промокодами. Идет распродажа. Понятно, что это довольно скудная распродажа, что цены в основном не радуют и в целом. Но опять же, это если смотреть в рублях. Если смотреть в долларах, скидки довольно неплохие. Поэтому смотрим, прицениваемся. Остатки, как говорится, сладкие. Посмотрите в телеге вообще, что последнюю неделю я выкидывал. Очень много чего находил, что дешевле было, чем до подорожания доллара. Резюмирую. Обе модели хороши по-своему. Мое дело рассказать вам о своих наблюдениях. И то, как они показали себя в моем сценарии использования, вы узнали. Liberty Air 2 Pro и Liberty 3 Pro по звучанию однозначно хороши. Сборка и материалы на свою цену просто топ. Не забываем подписываться в телеграм-канал взаимопомощи. Там больше 6000 человек. Если что-то где-то как-то закроется, я туда буду скидывать ролики. Хотя бы там посмотрите. Девайсов много. Пишем в комментариях, что вам еще интересно на обзор. Девайсам однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.